Смотри, вон, готовят еду. Сегодня тоже курица. Ой, сегодня курица. Курица. Иринка, смотри, какая вкуснятина. Курица у нас. Смотри, видишь как? Ну, Бон аппетит. да, супер. Видишь, как они грузят и быстренько, как муравьи. Туда-сюда, туда-сюда. Все горячее, тепленькое. Смотри, как работает. Смотри, Ира, смотри. Рамадан Карим! Рамадан Карим. Вау! It's boss. Yeah. It's businesswoman, super my friend. О! Рамадан Карим, да. Иринка обалдела. О! Иринка сразу порцию дали. Здравствуйте, наши дорогие друзья, подписчики. Мы сейчас находимся в таком необычном месте. Вы видите, здесь очень много столов, они уже почти все накрыты. Казалось бы, что это? Что это за столовая или что это за ресторан такой огромный? Тут мы еще не показали, это только часть одна для семейных людей. У нас в Египте сейчас Рамадан, священный месяц Рамадан, который происходит раз в год, когда люди днем постятся, не едят, не пьют, пьют и едят они только после захода солнца. И зачастую очень многие руководители или какие-то бизнесмены крупные или крупные отели, они устраивают вот такие вот завтраки. Не удивляйтесь, что это завтрак, хотя это уже почти 6 часов вечера, но это все же завтрак для людей, которые... Так, вы видите, какое тут движение, они стараются накрыть на стол как можно быстрее, потому что уже скоро, после захода солнца, сюда придут очень много людей, и они здесь будут вкушать этот завтрак все вместе. Ну и мы, конечно, с Викторией, я впервые попала вот на такое мероприятие. Виктория уже была, видите, уже они такие гостеприимные. Мы попали на самую подготовку, потому что вообще на подготовку людей не пропускают. Там стоят ворота, и на воротах стоит охранник, и запускать он начнет людей только уже после молитвы, после захода солнца. Когда вы услышите азан, это значит, что это сигнал к тому, что можно уже кушать. Ну, с чего они начинают? Здесь на столе вы видите финики, сладости, сок и вода. Конечно, после того, как люди ничего не пили весь день и не ели, первым делом они, конечно, будут пить воду и кушать финики. Это первое, что они делают после такого вот голодания, длительного голодания. Потом еще интересно, что когда прозвучит сигнал, молитва, азан, тоже вы можете увидеть очень многих людей, которые раздают напитки на улицах. Допустим, если едут таксисты или люди не успели к этому времени, то они тоже не останутся без питья. Это шеф всей кухни отеля «Сигал». Это самый главный человек, который отвечает за питание гостей. Ну и, конечно, который отвечает за то, чтобы накормить вот такое вот количество людей. Для меня это просто вот непередаваемое восхищение, потому что я не представляю, как можно все вот это организовать четко, точно, по времени. И вот в таком количестве это просто невероятно. Мистер Хишам, да, каммара, 3,000 people eat here. 3000 людей будут здесь сегодня кушать. 11 years. 11 years? Yeah. Это происходит уже на протяжении 11 лет, когда владелец гостиницы «Сигал», он устраивает во время Рамадана вот такой вот завтрак. Мистер Хишам,
Да, кульюм, да? 30 days Ramadan. В течение 30 дней, каждый день, в течение одного месяца, во время священного месяца Рамадана, происходит вот такое вот, питание, или что это, как, вот такой вот дар всем людям, как бы всем людям, которые неимущие в основном, да, которые могут здесь прийти. Они друг друга мотивируют. Как... Вообще, они как дети. Мне так нравится. Мне так нравится, что египтяне, вот они такие непосредственные, они такие восторженные, они как дети. И вот то, что и они вот так реагируют на все, это мне тоже вот так импонирует, так нравится. Давай! О! Это наш Динамо. Мистер Салах. Да. Хороший друг. Все. Они начинают подготовку к этому завтраку в 6 часов утра. И сами, конечно, они ничего не едят. For 3,000 people eat here. Они готовят вот этот вот завтрак на 3000 людей. Масалян кам фарх. We make 750 chicken. Они делают 750 куриц. 750. 50. And 750 куриц. Rice we make 400 rice, kilo rice. И они делают 400 килограмм риса. We make 3 pieces, 3,000 pieces, banana, orange, sweet, kunafa. 3000 вот этих вот таких вот десертов. Эти десерты называются кунафа. Это египетские национальные десерты. 3000 бананов, 3000 апельсинов. То есть на 3000 человек делают эти порции. In week 3 days fruit, 4 days sweet. То есть каждую неделю у них 3 дня фрукты, 4 дня какой-то десерт. То есть либо фрукты, либо десерт они подают. Every day we make juice, we make pickles, we make nuts. Every day. Каждый день они тоже подают вот эти вот финики, вот эти соленья. Соленья вот эти называются торщи или мхалель. Это египетское тоже национальное блюдо. We make the same food for guests, for hotel, the same food for Maeda. То есть они делают такие же блюда, точно такие же блюда они готовят, как и для гостей отеля Сигал, так и для гостей вот этого сегодняшнего завтрака, то есть каждый день. Одинаково, то есть не то, чтобы здесь как-то победнее, а там как-то побогаче. Нет, все одинаковое. Мы посмотрели, порции довольно большие, довольно аппетитные, все очень свежее. From general manager to director of kitchen and all the head department management in hotel, we make help for this Maeda. То есть все люди, которые работают в отеле, они все оказывают поддержку и посильную помощь. То есть они все участвуют вот в этом благотворительном завтраке. And the owner family help also together. И даже члены семьи владельца этих отелей, они тоже участвуют в этой подготовке. То есть они тоже работают вместе со всеми. И я даже вообще первый раз в жизни увидела такое огромное количество еды и такое огромное количество работников, поваров. Посмотри, как они все слаженно работают.
Everybody happy. Все, что делается, это не из-под палки, это не какая-то обязанность. Это делается все от чистого сердца. Everything with pleasure. Все это с радостью делается. То есть you happy when you have Ramadan. Yes, the best month of for Islam. All Islam. Для всех исламских стран это самый лучший месяц, месяц Рамадан. То есть многие считают, что это какая-то обязанность тяжелая, то, что они не едят, не пьют, но для них это считается самым счастливым месяцем. Королева, все хорошо? Ой, Все хорошо? Молодец! Молодец! да, Иринка молодец. Чуть-чуть больше надо. Главный принцип Рамадана – это пост. Это значит, вы должны перестать есть, пить, курить и грешить, даже незначительно, в течение всего дня, от заката до рассвета. Несмотря на то, что во время Рамадана все дела прежние, но люди предпочитают больше молиться и читать Коран, даже в ночное время. Есть можно лишь 2 раза в сутки. Первый раз едят сразу же после захода солнца. Этот прием пищи называется ифтар. Время приема еды во второй раз, сухур, зависит от личных предпочтений каждого, но откладывается как можно дольше, вплоть до самого рассвета. Между первым и вторым приемом пищи люди также могут есть в ограниченных количествах. Мальчику 13 лет, он живет в Хургаде. Это Шагаль Хена Кульюм. Он каждый день он работает здесь, помогает сервировать столы и помогает тоже накрывать на столы. Баба, мама Гайхена, Оля? لا في المحل شغالين في بابا بس في المحل وماما في البيت. Папа у него работает в магазине, а мама сидит дома, а он помогает вот людям. То есть у него еще есть брат и сестра. أختي أختك؟ اتنين أخت؟ لا اتنين أخت وواحد واحد. У него 2 сестер и 1 брат. Фин أختك? شغالين في المحل. То есть очень многие дети тоже очень часто помогают взрослым. Здесь еще раз. Исмак? اسمي إيهاب. Ихаб. في اليوتيوب. Его зовут Ихаб. Мальчика зовут Ихаб, 13 лет, и он здесь помогает. Меши. Салям, я маш. Посмотрите, народ уже заходит, потихонечку уже открыли ворота и запускают людей. Люди спокойно заходят, рассаживаются. Конечно, никто еще ничего не ест. Все могут разлить сок или воду по стаканчикам, разложить себе все. Но есть они начнут только после азана, только после молитвы. Здесь, вот в этой части вот этого импровизированного зала или ресторана находятся только одинокие мужчины. Потому что семейные пары и женщины, они находятся в другом месте за вот этой перегородкой. То есть, если женщина покрытая, она может раскрыть где-то там себя. Сейчас мы зашли уже на женскую половину, на семейную половину. Здесь вы видите, там только мужчины одинокие, а здесь уже семьи с детьми и женщины. Поэтому как бы эти половины разграничены между собой, но тоже постепенно заполняется. Если честно, я когда увидела первый раз вот огромную вот эту мириаду пустых столов, я не могла поверить, что все это заполнится людьми. И вот уже включили свет, потому что сейчас уже вечер. Люди опять же сидят, готовятся, никто не кушает пока, только все занимают свои места. Тоже занятие мест, тоже меня поразило, что как все организовано. Они не садятся куда попало, они садятся все по очереди, то есть пока по мере заполнения первых рядов, потом в конце они уже переходят на последние столы. То есть пока еще остались какие-то столы пустые.
Там с тобой знакомится Ира. За стенкой, да. И в это священное время я хочу выразить большую благодарность египетским людям за их дружелюбность и открытость. Именно благодаря им мы создаем эти прекрасные фильмы о Египте, о традициях, о людях. Добра вам и Рамадан Карим! Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока, до скорой встречи!